Это видео я записал для тех, кому лень искать информацию про Ford Fusion. Кто впервые у меня на канале, прошу вас подписаться. Кто подписан, прожмите лайк. И, конечно же, прошу вас досмотреть это видео до конца. В этом видео собрал самые интересные вопросы по теме вот такие. Для чего нужна кнопка S Ford Fusion? Какие слабые места у Ford Fusion? Чем хорош Ford? К какому классу относится Ford Fusion? Сколько ест Ford Fusion? Ну, это какой расход? Что за режим S на коробке? Сколько ходит мотор на Ford Fusion? Максимальная скорость. Что означает вообще название Ford Fusion? Кто не знает, конечно. Сколько ходит 1.5 EcoBoost? Это, походу, ресурс мотора. Расскажу. В чем разница между Ford Fusion и Ford Mondeo? Какая колесная база у Форда? Где собирают Ford? Какие моторы стоят на Ford Fusion? Какой кузов у Ford Fusion? Сколько жрет, это тоже расход. Ну и какой ресурс двигателя Ford Fusion 2,5 литра. Кто не знает, тоже очень интересная информация. И в каком году перестали, к сожалению, выпускать Ford. Ну, еще там есть вопросы, ну, постепенно дойдем до них. Так, давайте первое. Для чего нужна кнопка S? Кнопка S обеспечивает дополнительное торможение двигателя и продлевает работу на пониженной передаче для повышения производительности при подъемах в гору, на холмистой местности или в горных районах. Это увеличивает обороты двигателя во время торможения двигателя. То есть так вот. Какие слабые места у Ford? Слабыми местами этой модели принято считать следующие узлы: бензонасос, ремень ГРМ, трубка ГУР, робот, бендекс стартера. Ну, так написали. Чем хорош Ford Fusion? Хороший клиренс, экономичный, жесткая подвеска, отличная экономия, экономная машина, неприхотливая, высокая, компактная, ну, не подводит. К какому классу относится Ford Fusion? Это седан класса D. С какой расход у Ford Fusion? Здесь модификации, то есть это двигатели 1.5, 2.5, 2 и 2-литровый двигатель, это походу полный привод. То есть 1.5 передний привод 8,7 литров на 100 заявлено, 2.5 передний привод 9,4 литра, 2-литровый 245 лошадиных сил, бензин 9,4, ну, одинаковый расход заявлен. И 2-литровый мотор, полный привод, это 10,2 литра. Вот такой вот расход. Так, режим S на коробке тут повторяется. Это переключение коробки, используется на полноприводных машинах и джипах, обеспечивая оптимальные условия движения на пересеченной местности. S спортивный скоростной режим, используется мощность двигателя на 100, позволяет резко разогнать машины но повышает расход топлива. Ну, такая вот информация. Сколько ходит мотор на Ford?
Заявленный ресурс данного двигателя 250 тысяч километров. Однако, по заявлению владельцев этой модели, он может пройти до 350 тысяч километров без каких-либо особых поломок. 1,6 литровая модель весьма надежна. Ну, здесь пишут, что надежно, все говорят по-другому. Мотор вышел удачным, не подвержены каким-либо сильным капризам. Ну вот видите, тут уже другую информацию заявляют. Какая максимальная скорость у Форда? 180-266 километров в час. Ford Fusion из Америки. Что означает Ford Fusion? Обзор автомобиля Ford Fusion в переводе с немецкого означает слияние, что полностью раскрывает название автомобиля. Ну, норм. Сколько ходит 1.5 EcoBoost? Ну что, интересно, сколько ходит же, сколько они заявляют. Так, технические характеристики мотора Ford M9 MA 1.5 EcoBoost 180. Какое масло лит? 3,8 литра, туда помещается 5В20. Тип топлива 95 АИ, экологический класс Евро 5,6, примерный ресурс 220 километров. То есть моторы все 1.5 EcoBoost, это Ford Fusion, там моторы эти стоят, и Ford Escape. 220 легко ходят. Ну, я, кажется, встречал так и катаются и больше. Так что по-разному. Я так понял, что как эксплуатировать и как его ухаживать за этим мотором. В чем разница между Ford Fusion и Ford Mondeo? По сути, Ford Mondeo пятого поколения – это брат-близнец североамериканского Ford Fusion 12-20 модельные годы. Mondeo производился на рынке Евразии, на сборочных производствах в Испании, Китае и Российской Федерации до 2019 года. Fusion в Северной Америке. Вот такая вот информация. Так, колесная база Ford Fusion, заглянем. Ну, такая можно посмотреть, озвучивать не буду. Это размеры, масса, клиренс 152, ширина передней колеи. Ну, такая информация. Где собирают Ford Fusion? Это, ну, здесь такая информация. Здесь что-то написали, Кёльн, Германия. Так, какие моторы стоят на Ford Fusion? Ну, быстренько пройдемся. Какой кузов? Ну, какой кузов, все и так знают, какой кузов. Сколько жрет Ford Fusion? Расход топлива Ford Fusion 3,9, 10,3 на 100, в зависимости от двигателя и режима движения. Каков ресурс двигателя Ford Fusion 2,5 литра? Тоже хороший вопрос. Можно посмотреть. Его примерный ресурс составляет порядка 400 тысяч километров при нормальной размеренной эксплуатации. Но я встречал так где-то и 500 плюс катался. Мой знакомый, я так встречал машину эту. Ну, я думаю, что вот-вот и можно будет, ну, 400-500 тысяч километров мотор прокатывается. Это хорошо. В каком году перестали выпускать Ford Fusion? Летом 2020 года Ford прекратил выпуск сразу двух седанов. Ford Fusion, он же Ford Mondeo, на европейском и азиатских рынках, и Lincoln MKZ перестали выпускать, к сожалению. В принципе, хорошая, надежная машина, и они прекратили ее выпуск. Жаль. Что значит EcoBoost? Ford EcoBoost
турбированные бензиновые силовые агрегаты с непосредственным впрыском топлива. Этот мотор был предоставлен только в 2011 году и уже получил популярность во многих странах мира. Об этом свидетельствует постоянный рост продаж автомобилей Ford с двигателем EcoBoost в США и европейских странах. Ну, такая информация тоже. Какой бензин лить? Для двигателя EcoBoost рекомендуется лить АИ-98 для максимальной производительности и предотвращения детонаций. Ну, короче, не везде есть 98 бензин. Ну, информация такая, что чем лучше бензин, тем лучше этот мотор будет, лучше ресурс у этого будет мотора. Хороший бензин нужно наливать в EcoBoost. Так, каков ресурс двигателя? Этот был уже вопрос, он повторялся. Ну, здесь тоже какая-то другая информация еще дополнительно. Сейчас озвучу. Во время первого производства было получено порядка 130 патентов на различные технологии, что позволило обеспечить ресурс двигателя EcoBoost 2.3. Ну это 2.3 EcoBoost. Ну, все равно порядка 350 тысяч километров это заявлено. На практике при правильном подходе есть возможность увеличить этот показатель до 450 тысяч километров. То есть это вовремя замена масла, хорошее масло и качественный бензин. И он выкатает 450 тысяч. Нужно ли иногда заливать 100% бензин? Ну, такой вопрос. Какой бензин заливать? Если в топливный бак современного автомобиля массового сегмента взамен бензина АИ-95 заливать 98 либо 100, то по большому счету вреда это не принесет. Но особенно преимущества не будет. В этом случае не стоит экспериментировать и заливать топливо, рекомендованное производителем. Ну, это правильно. Сколько масла нужно в 1.5 EcoBoost? Так. Заправочные объемы и технические характеристики 1.5 литра EcoBoost. Емкость системы смазки с учетом масляного фильтра 4,5 литра. Двигатель без масляного фильтра. Ну, короче, 4 литра заявлено. Какое масло лить в EcoBoost? Компания советует применять жидкость 5В20 для иномарок Ford, оборудованных двигателей EcoBoost и многих иных моторов на бензине для транспортных средств, которые были выпущены в последние годы. Ну, короче, масло 5В20. Какой допуск масла для Ford Fusion EcoBoost? Так, вот допуски. Можно заскринить или выписать. Индекс вязкости. Это какая-то исправляемость. Первый раз такое вижу. Ну и плотность при 20 градусах. Такая вот информация. Поехали дальше. Можно ли доливать масло 5В30 и в В0? Ну, такое. Все равно посмотрим информацию, кто не знает и кому интересно. Да, это можно, но нужно понимать и ограничения. Если вам необходимо поменять вязкость, то лучше всего выбрать масло того же производителя на той же основе. Это позволит вам максимально снизить риск. Помните о том, что при добавлении масла другого класса общая вязкость падает. Ну, такая информация. Какое масло нужно заливать в двигатель? Ну, это, кажется, мы смотрели. Super Fuel экономия 5В2. Ну, 5В20. Какие проблемы у Ford Fusion? Ну, вот этот вопрос можно посмотреть, интересно.
Что он нам выдаст? У Ford Fusion второго поколения наблюдает свои особенности. Недостаточная шумоизоляция и наличие сверчков в салоне. Ну, такого я не замечал. Излишне жесткая подвеска, то же самое. Довольно мягкая машина. Не заводится двигатель в мороз. Ну, если плохой аккумулятор, конечно. А так никаких проблем. Руль не имеет регулировки по вылету. Имеет отсутствие дополнительного подлокотника. Ну, это, наверное, какой-то другой Ford Fusion. Ну, в принципе, этих вопросов они повторяются. Можно еще посмотреть вот эти вот два. Какие диски подойдут на Ford Fusion? Так, диаметр диска, ширина диска, дюйма, параметры, крепежные параметры. Ну, вот такие вот параметры. Такая информация. Это диски Ford Fusion 1.6. Угу. Что входит в комплектацию Titanium Ford Fusion? Что входит в комплектацию? Так, подушки безопасности, кожаное сиденье, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийный экран, камера заднего вида, иммобилайзер и многое другое. Автомобили находятся на страховом аукционе в США. Сроки доставки авто... Короче, какая-то реклама, попалась такая информация. Ну, основное я вам озвучил. Так, ну, в принципе, основные вопросы я вам озвучил, рассказал. Кому интересно, опять же, прожмите лайк, подпишитесь на канал, там у меня много информации про Ford Fusion. Ну и, конечно же, посмотрите остальные мои видео. Все, до новых встреч, друзья. Всем пока.